приехали на Камакуру, шли до пляжа, но соленая. Просто семейный ресторанчик. Уведомление про цунами, но он, правда, большой, и, оказывается, внутри Будды можно попасть. Для проведения обряда Темизу. Находимся буквально в пещере. Статуя, которая деревянная, самая старая. Ну, такой вид на океан. Буковый лес. Забавный маленький переходик. У всех свои дела какие-то. Метро наоборот какое-то получается. Мы приехали на Камакуру. Не знаю, как правильно ударение. Она говорит, как это Камакура или Камакура. Ничего непонятно. Мы приехали, вот идем по такой вот улочке к океану. Ехать, на самом деле, далековато от Токио. Мы ехали где-то 1,5 часа точно, наверное, даже скорее 2. Ну, это с центра. Да. И там был как бы вариант даже с 5 пересадками самый быстрый. Мы там выбрали чуть-чуть подольше, надо было пройти. И хотя бы с 1 пересадкой, потому что с 5 пересадками очень долго ехать. А еще здесь очень холодно. Да, реально холодно. Как бы, наверное, это связано с тем, что близость к океану. Сейчас мы еще не дошли до него. Сейчас зайдем, вообще, наверное, удивимся. Мы идем по улице, и тут только звуки машин. Прикольная такая атмосферка. Пансионы какие-то кругом здесь. Да. Еще хочется сказать, что такие автоматы, конечно, вообще плюс вайб. Потому что тут вот даже горячее продается. Вот есть горячие, холодные. И стоит, в принципе, как в магазинах. Можно вот идешь, взял себе, купил. И идешь на океан уже с теплым напиточком. Мы наконец-таки нашли дорогу и дошли до пляжа. Осталось еще спуститься вниз. Как мы видим, много серферов в море. В заливе, в океане, смотря как это назвать. И просто людей, которые бегают, либо сидят в стульчике, Да, некоторые... смотрят на океан. Красота. Вообще это называется Сагамский залив, а потом уже океан. Не знаю, можно и назвать это выход. Ну, я вижу там вдалеке какой-то остров. Да, тут небольшие острова есть. Это Осима какой-то остров, Тосима, Ниидима и Кодзусима. Так, трогаем водичку в ноябре. Холодная. Но соленая. Не прям жестко соленая, но такая соленоватая. Все-таки да, море. Проверено. Тут волн особо нет, поэтому это не серфинг. Просто на саббордах плавают. Мы потусили на пляже, отдохнули. Тут очень красиво, классно. Мы побегали, отдохнули. Поснимали видосики, всякие да. тиктоки. Пофоткались немножко. Вот. И теперь пойдем смотреть на Будду еще. Да, и Здесь... там же покушаем. Да, там покушаем. Ну, пляж красивый, классно. Ну, конечно, Да. погода пасмурная немножко, это, так сказать, сбивает, но... Ну, все равно мне понравилось на море так. Запах такой классный тоже. Соленый немножечко. Круто. Вообще Камакура считается японским курортом. Сюда приезжают с Токио, чтобы поддохнуть. Обычно даже на 1 день, то есть как бы на машинах даже можно или на транспорте. Написали, что за час можно доехать. И вот эти пляжи, токийцы отдыхают и вечером едут домой обратно. При этом тут классно. Но в ноябре, конечно, да, холодное море, прохладно. Но зато сейчас, видимо, вот они производят всякие работы, подготовки там и все такое. Мы шли по дороге к храму и зашли в небольшое заведение с едой. Тут оно такое очень маленькое, но нам даже что-то тут раздвинули и стало больше мест. Вот, оно такое, видимо, какое-то локальное, тут местное, то есть прям сами владельцы здесь сверху и живут. Вот, заказали там кто что, я заказал удон, сейчас посмотрим. Мы 3 заказали карри не острое. Попробуем еще раз карри. Травма после того заведения. Да. В заведении писали, что порции здесь маленькие, вот, поэтому
поэтому... Посмотрим. Тут оценка всего 3,8. Ну, посмотрим. Больше вкусно. Смотрите, нам делают матчу. Прикольно. Как... Зеленым чаем, сеном. Катя сказала, пахнет зеленым чаем сеном. А как на вкус? С горчинкой что-то. Принесли мне мою еду, у меня удон и вот тут рис с моллюсками. Вкусно. Вкусно, вкусно, мне нравится. Ну и все остальные карри. Да, мне, кстати, карри тоже очень нравится. Он такой прям больше даже, чем вчерашний. Там больше мяса намного. И, ну, вообще вкусно. То есть он не острый. Чуть-чуть вот это верхнее, не знаю, что это такое, со стринкой. Это какой-то типа перчика или что. Ну, вообще очень вкусно, реально. Вот это место в таком вот маленьком домике. И я хочу сказать, что вот я, честно говоря, боялась идти, потому что страшно идти в эти маленькие такие вот какие-то частные, то есть там просто семейные ресторанчики. Но мы все-таки пошли, не забоялись, и было реально вкусно. Всем советую. Я взял моллюсков каких-то рыбных, и мне тоже понравилось. Они, конечно, выглядят как маленькие червячки, но это рыбы. Ну, типа по вкусу видно, что это рыба. А еще тут везде уведомления про цунами, и мы нашли даже такую вот карту, где написано, вот, если накроет, то сколько метров накроет, и нарисовано, вот, мы сейчас еще в зоне поражения, то есть надо идти дальше. И написано вот стрелочками планы эвакуации, куда бежать, чтобы спастись, когда будет цунами. То есть говорят даже, что если нет землетрясения, все равно вы наблюдаете, если вы малейшие толчки, сразу же убегаете. Да, даже немножечко страшно стало. Мы пришли в храмовый комплекс, в котором расположен этот большой Будда. Вход тут платный, но 300, всего 300. А вот и большой Будда. Но он, правда, большой. Конечно, меньше, чем тот, который был В Наре. в Наре, да, в том храме деревянном. Но все равно большой-большой, много людей. Кстати, тут нам дали еще такую вот вместе с билетиком информацию. Тут написано, что он построен был в 1252 году. И 10 лет его строили, то есть начали строить в 52-м, 10 лет его строили. Потом там много чего происходило. Это я уже сама посчитала, его забросили. В нем он внутри полый, то есть и в нем ночевали там бездомные. Он был таким пристанищем, но потом его отремонтировали. Дали денег, где-то, по-моему, в 17-18 веке. И теперь вот он такой. Еще, по-моему, какое-то время хранился в здании, но это теперь на улице. Это самый большой Будда, который хранится на улице. А еще раньше он был в золоте, но теперь время не пощадило, и позолоты уже на нем нет. Здесь еще есть такие сандалии Будды, которые... как они здесь оказались? Потому что в 1951 году, после войны, дети из города Хитатиота пожертвовали вот эти сандалии, чтобы великий Будда ходил по всему миру и всем приносил счастье и радость, и здоровье, и все хорошее. Вот, поэтому теперь, ну, в смысле, не теперь, а потом они начали каждые 3 года создавать новые такие сандалии эти и вот даровать этому храму. Представляете, я вот сказала, что можно внутрь, что внутри Будды жили бедняки, и, оказывается, внутри Будды можно попасть за 50 йен. Тут сейчас много людей пошло, я подождем, пока они выйдут. Тут очень мало места, такой тоннельчик. И ступеньки наверх. Ступеньки современные. Ну да, она получается, как Настя говорила, полая внутри. Ну, логично, конечно. И здесь уже можно походить, погулять, посмотреть. Да, места маловато, там что написано. Я читала, что-то еще внутри Будды оставляли надписи. Это вот, может быть, они. Ну, это вот явно табличка новая. Но тут что-то накалякано. Представляете, тут даже интернет не ловит. Ну ладно, логично, на самом деле, тут стены из железа и бетона, поэтому... Внутри Будды я еще не была. Советую. А еще прикольно, смотрите, сзади такие окошки. Чтобы Будда проветрилась. Чтобы мы там, когда гуляем внутри, могли дышать. Еще часто в этих храмах и вот стоят такие штуки с водой для проведения обряда темидзу. Обычно, вообще говоря, тут ковши должны быть, но для того, чтобы место туристическое, просто она стекает вот так вот и все.
Но когда с ковшами, там такой обряд, что ты берешь сначала правую руку, обмываешь левую, потом левую берешь ковш, обмываешь правую, потом в рот там набираешь, полощешь, не пьешь, ну, выплевываешь. И потом уже нужно поднять ковш, чтобы вода стекла, остатки стекли по ручке, и таким образом омыли ручку для следующих людей. Для чего это делается? Ну, это такая вот религиозная процедура, обряд, чтобы смыть себя всякое нечистое, там, духов всяких и так далее, чтобы быть чистым душой и телом, идти вот к божествам в чистом виде, так сказать. А вот, кстати, и омывание рук, только уже с кувшинами. Такими прям, как положено. Пришли мы еще к одному храму, Хисура называется, да? Мгм. Там красиво выглядело на фотографиях, написано, что есть смотровая, поэтому сейчас пойдем смотреть. Тут еще на входе такой красивый. Да, это, короче, бумажные такие фонарики. Они использовались для того, чтобы людям и богам путь указывать. Вот, они часто вот во входах в храмы стоят. Есть такая комната практик всякие. И здесь вот типа медитацией они занимаются. Такие вот выклады волнами. Похоже, как в Симсе была такая штука когда-то. Ну, вообще я никогда такого не видел вживую. То есть мы пробираемся буквально в пещере. Тут много таких вот фигурочек стоят. Сейчас выйдем на улицу, узнаем, что это значит. Но сказали нам, что нужно купить и сюда поставить тоже. В общем, там было написано, что пещера посвящена там одному буддийскому символу, и там все вот под нее сделано, там такие статуи много разных стоят, и одна центральная, женская. Такой вот тут пруд вместе с рыбами. Но мне кажется, они какие-то не очень активные по сравнению с другими местами, где плавают такие рыбы. Но еще здесь есть такой водопадик. Берет свое начало этот водопад чуть выше. И сюда можно тоже прийти. Тут всякие статуи такие есть. Ну, эти классные, смотри, я их на фотографиях видела. Здесь, получается, уже самая высшая точка. Мы поднялись. И здесь сам главный храм. Здесь самая главная статуя, которая деревянная, самая старая в Японии. А сама статуя эта деревянная, большая. Она на самом деле реально большая, но не уверен я, что она деревянная. Она вообще не так похожа на блестит, деревянную. Она так блестит, как будто бы она не деревянная. Да. Может быть, она просто лакированная или что. Там просто была легенда, что их было две вообще изначально, но потом в какой-то момент одну из них как-то вырвали и выкинули, отправили в море, чтобы она там дальше где-то кому-то сделала добро. Опять же, как с сандалями Будды. Смотровая, с которой можно смотреть на Камакуру и на океан. Засмотрелся, там лодочки такие, я думал, это волны. Это белые лодки плывут вдалеке. Наверное, можно еще выше подняться, пойдем попробуем. Ну, кстати, вот храм снаружи вообще очень классно выглядит. Да, такой прям черно-белый, контраст с золотыми переливами. Мне прям очень нравится. Короче, дорога с видом на океан. И вот мы решили подписаться на это и пойти. Длинная эта дорога. Вот мы уже поднялись. Тут минут 4 подниматься. Да, это было легко даже для меня. Да, и вот такой вид полноценный на океан. Там пляж красивый. Да, на весь этот залив, короче. А еще тут небольшой бамбуковый лес. Мы не попали в него в Киото, поэтому гуляем здесь, в этом мини-лесу. Он очень небольшой, так скорее. Пару деревьев посадили, но все равно прикольно. Ой, смотри, какая избушка. Прикольно. Я слышал про такое, но на самом деле это не избушка, это какой-то стек, который, если ты поворачиваешь, то считается, что ты прочитал много-много этих сутр, и все, как бы. Все знают, что в Китае такое было много, типа ходишь везде, крутишь, то же самое, что молишься. Так и здесь. Вот. А мы сейчас поедем смотреть на трамвайчики. Вот мы уже их видим, мы сейчас как раз на них поедем. Но есть одно место такое. Я много рилсов видела, что такие трамвайчики ездят прямо возле моря, то есть там прям вот рельсы, и потом сразу же начинается пляж.
И мы вот сейчас поедем в это место. О, к нам как раз такой олдовый трамвайчик приехал, старенький, как раньше было. Мы уже вот выехали к морю и едем вдоль моря. Может, нас фотографируют тоже? И мы ждем, пока встречный проедет, чтобы мы тоже по этой одной полосе проехали. Вот, оп, он сейчас уедет. И мы поедем. Забавный маленький переходик на одного человечка чисто. Но нужно еще оплатить наш проезд. Потому что мы вышли. Большая часть пути идет вот такой вот. С одной железной дорогой. И только иногда, когда им нужно пропускать, они либо на станциях ждут, либо вот прям перед сужением. Мы перешли дорогу, и вот теперь отсюда свысока можно посмотреть на море, на океан даже. Да? Там кто с собаками гуляет, кто что рыбу пытается ловить, кто с мечом. Короче, у всех свои дела какие-то. Ну, красивенько сейчас здесь. Вон там станция монорельса этого, ну, начальная. И мы тут пробираемся. Тут вроде бы как когда-то был какой-то тротуар, но что-то он какой-то не очень. Да, я хотела сфоткать монорельс, как он едет. О, он, походу, сейчас поедет. Но дорога тут как-то казалась не очень. И вот он поехал. Метро наоборот какое-то получается. Добираться сюда сложно. Да, надо идти и другую станцию искать для просмотра. Мы решили пройтись до следующей станции, чтобы поснимать монорельс, но прикол в том, что здесь... Где он? Короче, где-то там, в этих горах. И решили пройти, то есть там напрямую нельзя, нужно немножко обходить, и мы идем по какому-то частному квартальчику такому вообще, он прям просто так все тихо, спокойно. Настолько тихо, спокойно, что мы думали зайти и позаряжаться, покушать, но здесь ничего нет. Просто, оно есть некоторые заведения, там какая-то бургерная 4,8 оценка, но они не работают. Там некоторые только по пятницам, некоторые там до 4. Короче... В каком-то очень-очень тихом маленьком месте. А у нас разрядились телефоны, надеюсь, мы хоть найдемся, куда идти. Потому что потеряться в Японии, в маленьком городе, не очень хотелось бы. Фарами светит, куда едет. Классный. Мали мой монорельс. Да, я так рада, мне понравилось. Мы вот одну станцию всего прошли, и там вообще был класс, там домики такие стояли, и вообще он так едет. Мне очень нравится монорельс. Это как метро, только перевернутое. Да, а сейчас еще будем ехать и смотреть тоже на эти города, только они будут снизу. Они бы еще пол прозрачный сделали, вообще было бы. Блин, это было бы Класс. просто... Там бы только туристы ездили. Да. наверное. С горы какой-то, и он накатан ехал, и вообще как будто бы как сосиски какие-то болтаемся тут. И вон там вагон на фоне у Насти, он вообще просто сам по себе
тут. Ну да, тут очень шатает прям сильно. Мы приехали вот на этом поезде. Он нас с той стороны выпустил, там мы уже вот обошли. И просто с другой стороны на него зашли люди, и он сейчас поедет в обратную сторону. Вот такой вот тут депо и разворот поездов. Да. Вообще здесь какие-то очень много всего написано. Туда идти, здесь разворачиваться. А, это очередь типа такая, да? Да, такие очереди большие бывают, ничего Еще мы себе. стоим на штуке, где нельзя стоять. Опа, уходим срочно.